Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня у нас очередное видео на весьма интересную акустику от Proel. Знакомимся. Портативная акустическая система Proel Session 4. Совсем недавно мы снимали обзор портативной системы Proel Session 1. И, как нам показалось, интерес у нашей публики на подобные вещи имеется. И если сессия 1 – это такой простой и совсем недорогой вариант, позволяющий выступить с хорошим звуком где-то на маленькой площадке или озвучить небольшое помещение, то сессия 4 – это уже аппарат несколько иного уровня. Давайте будем смотреть, из чего состоит эта система, и узнаем, что можно ожидать от нее в плане звуковых характеристик. Итак, основой всего здесь является вот этот почти правильный кубик 42 на 48 на 46 сантиметров, внутри которого находится 1200-ваттный двухканальный усилитель класса D, процессор Core LT DSP и два 6,5-дюймовых низкочастотных динамика. Сразу оговорюсь, что 1200 это величина пиковая, но то, что вся эта система вместе с сателлитами выдаст честных ватт 600, 300 внизу и 2 по 150 вверху, в этом даже и не сомневайтесь. При этом звуковое давление может доходить до 122 дБ, и частоты, которые способна выдать эта система, от 45 до 18 тысяч Гц. Хорошо, теперь сателлиты. Их два, они самым что ни на есть оригинальным образом прячутся в корпус саба, и в свою очередь в каждом из них спрятаны по 4 динамика размером 2,75 дюйма. И добавлю, что высота каждого сателлита почти 36 сантиметров, ширина-глубина по 10. Корпуса всех колонок сделаны из фанеры, что заслуживает отдельного внимания, и обработано это все высокопрочной полиуретановой, черной, как вы успели заметить, краской. Так, теперь что у нас есть еще в комплекте? Да, собственно, не так уж и много чего. Телескопическая штанга для соединения сабвуфера с сателлитом, плюс штанга дополнительная, при помощи которых мы сможем поднять сателлиты от саба на 50, 100 и 145 сантиметров. Двухметровый кабель спикон – 1 штука. Чехол для хранения сателлитов – 2 штуки. Ну и теперь будем разбираться, что это за несоответствия такие. На 2 верхние колоночки, 1 провод и 1 штанга. Хотя со штангой все понятно, воткнуть вторую тут уже некуда. Вот в чем дело, товарищи. Эта система может использоваться в нескольких вариантах. Первый, и назовем его базовый. Внизу саб, на штанге 2 соединенных друг с другом сателлита. Что мы имеем? 600 Вт звука в монофоническом исполнении. Вариант второй, пусть будет расширенный. Один из сателлитов устанавливаем на отдельную стойку, или оба сателлита на 2 стойки, исключая штангу, и подключаем его или их более длинными проводами спикон-спикон. Что имеем? Все те же 600 Вт, но уже в стерео варианте. Куда влетаем? Правильно, в дополнительную копеечку на приобретение стойки или 2 и кабеля. И, наконец, третий вариант, дадим ему имя взрослый, это 2 такие системы, которые честно отдадут нам 200 кг звука без каких-то дополнительных покупок чего-либо. Однако стоить такой комплект будет ровно в 2 раза дороже, что совершенно естественно. И если посмотреть на ценник одной такой системы, а это что-то в районе 80 тысяч, то становится понятно, что не всем такая радость будет по карману. Но что поделать? Во-первых, времена сейчас такие, а во-вторых, за хорошее качество приходится платить больше. А то, что качество звука здесь будет на высоте, мы нисколько не сомневаемся. Особенно после прослушивания младшенькой модели Session 1. Вот такие вот у нас дела. Так, теперь давайте заглянем на верхнюю и заднюю панели саба, на которых расположилась вся коммутация и управление системой. Сверху
Видим возможность подключения двух источников звука и процессор с 4 пресетами эквалайзера, чтобы можно было более точно настроить систему под определенный вид использования. И кроме того, этой же ручкой мы управляем громкостью каждого из каналов и встроенным Bluetooth интерфейсом. Отлично. Ну а задняя панель — это 2 разъема Spicon для моно- или стерео подключения. Тут все подписано и понятно. И внизу все, что связано с электричеством. Точка. Последнее, на что надо обратить внимание, это ручки для транспортировки. Они по бокам, и понятно, что таскать эти 25 килограммов будет лучше вдвоем. Ну что ж, все рассказали, все показали. И теперь бы попробовать дать вам услышать звучание этой системы. Давайте попробуем. Ну что, друзья, теперь давайте подведем итоги. Внимательно послушав эту систему и покрутив ее настройки, понимаешь, что единственное, что хочется сказать, это то, что звучит она просто прекрасно. Звук компактный, четкий, плотный, все частоты сидят на своих местах, громкости для средних помещений хватит вполне. Естественно, убойным вариантом были бы 2 такие системы, поскольку это и стерео, и киловатт с лишним мощи, и полная универсальность в использовании. Но и в одиночном исполнении эта 4-я сессия очень хорошо поможет выполнить ряд определенных задач. И выполнить их весьма качественно. Так что ценник на эту систему мы признаем абсолютно справедливым и рекомендовать к покупке нисколько не постесняемся. Стыдно нам за это не будет. На этом будем заканчивать. Всем удачи, спасибо, что вы с нами, и до новых встреч на нашем канале. А сейчас мы включаем, слушай, неужели вот эти вот 2 по 75 и 2 по 6,5, это 600 ватт? Ну, вообще, как-то да. Я офигеваю. Нет, так они ж реально, они лупят так, что будь здоров. Откуда это? Откуда вот из таких вот динамиков